Когда говорят об Иране, чаще всего вспоминают нефть, политику, древнюю Персию и восточные базары. Но это только малая часть того, что там есть на самом деле. Иран – это страна, где прошлое не исчезло бесследно. Оно осталось в земле, в руинах, под современными городами и дорогами. Здесь находят массовые захоронения, подземные города, следы древних операций, странные ритуалы и места, которые до сих пор пугают местных жителей. В этом видео мы не будем говорить о политике. Мы разберем Иран с другой стороны. Посмотрим на реальные места, странные находки, жуткие обряды и необычные явления природы. Здесь есть раскаленные пустыни, древние леса, подземные тоннели длиной в сотни тысяч километров и истории, которые заставят вас иначе взглянуть на эту страну. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в финале вы узнаете то, что может вас шокировать. На окраине города Язд есть два каменных холма, которые со стороны кажутся обычными пустынными возвышенностями. Но именно здесь столетиями совершался один из самых жутких погребальных обрядов древнего мира. Мертвых не закапывали в землю и не сжигали, а поднимали на вершину и оставляли под открытым небом, чтобы тела растерзали птицы. Эти сооружения назывались башнями молчания, и для древнего Ирана они были частью религиозной нормы. Этот обряд появился из верований зороастрийцев, последователей одной из самых древних религий мира, возникшей на территории Ирана больше 2500 лет назад. Многие исследователи связывают именно с зороастризмом ранние представления о борьбе света и тьмы, о суде после смерти, о рае и спасении души. Но рядом с этими идеями существовал и ритуал, который даже сегодня звучит дико. По верованиям зороастрийцев, мертвое тело оскверняло священные стихии. Его нельзя было закапывать, сжигать или опускать в воду. Поэтому умершего поднимали на вершину каменной башни и оставляли под открытым небом. Мужчин укладывали по внешнему кругу, женщин размещали в среднем кругу, детей клали ближе к центру. После этого над башней начинали кружить грифы. Эти огромные хищные птицы за считанные часы счищали плоть с тела. Затем специальные служители собирали кости и сбрасывали их в центральный колодец, где под палящим солнцем и сухим ветром останки постепенно превращались в прах. Сегодня башни Язда считаются историческим памятником. Туристы поднимаются туда ради вида на пустыню и старый город, но мало кто думает о том, что еще несколько десятилетий назад здесь проходил один из самых жутких погребальных обрядов Ирана. Самое удивительное, что запретили этот ритуал только в середине 20 века, а окончательно он ушел в прошлое лишь в 60-е. Это значит, что люди, которым сегодня за 70 или 80 лет, еще могли застать этот обряд. Старожилы вспоминали, что в дни погребений над пустыней поднимались большие стаи грифов, и жители окрестностей без слов понимали, что происходит на вершине. Со временем птиц становилось все меньше, город вокруг рос, и древний обряд постепенно исчез. Следующая история переносит нас в Хамадан, один из древнейших городов мира, существовавших еще в первом тысячелетии до нашей эры. Город расположен у подножия гор, где достаточно воды, плодородная земля и удобные пути через перевалы. Выгодное положение сделало Хамадан богатым торговым городом, но оно же открыло путь эпидемиям. Через эти места столетиями проходили торговые караваны. По дорогам шелкового пути сюда везли ткани, специи, металл, драгоценности и зерно. Но вместе с товарами приходили болезни. Купцы, животные, грязные мешки с зерном и корабельные грузы переносили блох и крыс, главных распространителей чумы. Когда эпидемия проникала в город, она распространялась стремительно. Узкие улицы, плотная застройка и отсутствие медицины превращали вспышку болезни в катастрофу за считанные недели. Средневековые хроники описывали сцены, которые сегодня кажутся невозможными. Целые семьи умирали в своих домах за одну ночь. Двери долго оставались закрытыми, пока соседи не начинали чувствовать тяжелый запах. На улицах лежали тела, которые некому было убирать, и к ним боялись даже приближаться. В некоторые годы смертность была настолько высокой, что город потерял треть населения. Когда обычные кладбища переполнялись, власти приказывали срочно рыть большие ямы за пределами городских стен. Туда свозили десятки тел сразу. Во время новых вспышек рядом копали новые ямы. За столетия вокруг Хамадана накопились сотни таких безымянных могил. Никто не ставил памятников, никто не вел точных карт. Главной задачей было пережить очередную волну болезни.
Со временем чума отступала, город снова оживал, прибывали новые жители, открывались рынки, строились дома. Поколения сменяли друг друга, и места массовых захоронений постепенно забывались. То, что вчера было полем смерти, через 100 лет превращалось в обычную окраину, а позже – в часть жилого квартала. Хамадан переживал такие катастрофы не один раз. Каждый раз город поднимался заново, словно ничего не случилось. Но прошлое никуда не исчезло. Оно осталось под землей. В 20 веке, когда в городе начали прокладывать водопровод, канализацию и новые дороги, рабочие на глубине всего 1,5–2 метров стали натыкаться на человеческие кости, черепа и целые скопления останков. Сегодня Хамадан выглядит как обычный современный город. Машины, магазины, площади, жилые кварталы. Но стоит вспомнить, что всего в нескольких метрах под асфальтом лежат забытые жертвы старых эпидемий, и этот город начинает восприниматься совсем иначе. Однако в другом месте Ирана археологи нашли нечто куда более странное. В одной из горных пещер исследователи обнаружили зал, от которого даже у опытных археологов перехватило дыхание. За узким проходом, где человеку приходилось буквально протискиваться боком, открылась каменная камера с десятками человеческих черепов, аккуратно разложенных вдоль стен. Будто кто-то сознательно разложил их по своему порядку и навсегда скрыл это место. Но самое тревожное было не это. Во многих черепах находились ровные отверстия округлой формы. Настолько точные, что специалисты почти сразу узнали следы древней операции, при которой человеку вскрывали черепную коробку. Возраст находок оценивают от 5 до 7 тысяч лет. Это время, когда в большинстве регионов мира люди только осваивали простейшие ремесла, а здесь уже проводили сложнейшие хирургические вмешательства. Поразительнее другое. На части костей сохранились следы заживления. Края отверстий успели зарасти новой тканью, а значит, люди не умирали во время операции. Они продолжали жить после того, как им вскрывали голову без современной анестезии, без стерильных инструментов и без медицины в привычном нам понимании. Кто были эти люди? Больные, которых пытались спасти? Участники древнего ритуала? Ответа нет до сих пор. Но рядом лежали и другие черепа. Такие же отверстия, только без следов заживления. Их вскрывали уже после смерти. Зачем мертвому проделывать отверстия в голове? Одни исследователи считают, что так выпускали душу, чтобы она не осталась в теле. Другие предполагают, что это ритуал общения с духами предков. По некоторым описаниям, часть черепов была обращена лицевой стороной к центру камеры, словно все они смотрели в одну точку посреди темноты. Что находилось там когда-то – алтарь, огонь, тело жреца или нечто другое – неизвестно. Пещера до конца не исследована, а доступ в некоторые участки ограничен. Но и это еще не все. В 2004-м в небольшом городе Нушабад местный житель углублял колодец у себя во дворе. Работа была обычной, пока земля под ним внезапно не ушла вниз. Человек провалился в темноту и оказался в холодном подземном пространстве, о существовании которого никто вокруг даже не подозревал. Когда туда спустились другие люди с фонарями, стало ясно, что это не просто старый подвал. Под ногами открылся целый подземный город. Позже археологи установили, что Нушабад – это сложный трехуровневый лабиринт, вырубленный в мягкой породе на глубине примерно от 4 до 18 метров. Под землей нашли узкие коридоры, камеры для укрытия, вентиляционные шахты, ниши для масляных ламп, колодцы и даже элементы примитивной канализации. Все это не похоже на случайное убежище. Это была продуманная система выживания под землей. Тоннели делали низкими и узкими. Во многих местах взрослому человеку приходилось сильно сгибаться, а иногда даже ползти. Для местных это было неудобно, но для врага еще хуже. Вооруженный человек не мог быстро идти вперед, плохо видел, что находится дальше, и легко попадал в ловушку. Некоторые проходы разделялись. Один вел дальше, другой заканчивался тупиком или ямой. В темноте чужак легко мог ошибиться. В стенах оставили узкие отверстия, через которые защитники следили за врагом и могли атаковать его, оставаясь незаметными. И все же самая сильная находка в этом подземном городе – не шахты и не ловушки. Среди предметов, найденных археологами, была маленькая детская сандалия из грубой кожи. Стало ясно, что вниз спускались не только мужчины с оружием. Под землю уходили женщины, старики, дети. Люди сидели в узких каменных проходах, в тесноте, в темноте, почти без воздуха и солнечного света, и ждали, когда наверху закончится опасность. Они не знали, сколько это продлится и смогут ли они вообще выйти обратно.
Но Нушабад – лишь часть огромной подземной истории Ирана. Если вам интересно, что будет дальше, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. За много веков до современных технологий персы создали систему, которая сама по себе кажется невозможной. Речь идет о канатах, подземных водных тоннелях, которые в Иране начали строить около 3000 лет назад. Их задача была одновременно простой и гениальной – доставить воду из горных источников и подземных вод туда, где на поверхности не хватало влаги. Для этого вручную выкапывали длинные подземные каналы с наклоном, и вода без насосов сама проходила через них на большие расстояния. Отдельные канаты тянулись на десятки километров. Один из самых известных, в районе Ганабада, имеет протяженность около 45 километров, а его глубина достигает 70 метров. И это было создано без экскаваторов, без современных карт. Если сложить все канаты Ирана в одну линию, получится сеть длиной в сотни тысяч километров. По некоторым оценкам речь идет о 300 тысячах километров. Это в несколько раз больше длины земного экватора. Причем часть этой системы работает до сих пор, продолжая давать воду туда, где без нее жизнь была бы невозможна. Сверху канаты похожи на длинные цепочки круглых отверстий, уходящих за горизонт. Человеку, который не знает, что это такое, они могут показаться следами какой-то исчезнувшей цивилизации, оставившей под пустыней свою невидимую империю. Когда под землей скрыты километры лабиринтов, колодцев и пустот, вокруг них неизбежно появляются легенды. Поэтому в Иране до сих пор есть места, куда местные жители стараются не ходить после заката. Одна из таких историй связана с заброшенной деревней в горной местности. Сегодня это несколько десятков полуразрушенных домов, обвалившиеся крыши, пустые проемы дверей и улицы, по которым давно никто не ходит. Для путешественника это просто руины, но жители ближайших сел предпочитают обходить это место стороной, особенно ночью. По местной легенде, много веков назад сюда пришел странствующий дервиш и попросил воды и ночлега. Ему отказали, а затем прогнали. Уходя, он проклял деревню, сказав, что земля перестанет кормить людей, вода станет горькой, а после заката между домами будут ходить тени. Как ни странно, часть легенды совпала с реальностью. Колодцы в этих местах действительно давали воду с неприятным привкусом, а урожайность со временем резко упала. Некоторые исследователи считают, что причина может быть в геологии. Под деревней проходят трещины пород, из которых периодически выходят сернистые газы. В небольшой концентрации они способны вызывать головную боль, тревогу, дезориентацию и даже зрительные и слуховые искажения. Если такой газ скапливается в закрытом помещении ночью, человеку может показаться что угодно. Возможно, именно так и рождаются истории о тенях среди пустых домов. Еще более странным местом считается так называемая «долина джиннов» в горах. Днем это обычное узкое ущелье с ручьем и скалами. Но местные пастухи рассказывают, что после наступления темноты из глубины ущелья начинают доноситься глухие удары, скрежет и низкий гул, будто кто-то работает внутри скалы огромным молотом. Иногда звук становится похожим на монотонное пение без слов. Животные начинают нервничать и отказываются идти вперед. Исследователи установили здесь записывающую аппаратуру. Звуки действительно были зафиксированы. Кроме того, приборы показали еще одну странность. В отдельные ночи температура воздуха в ущелье резко падала на 8-10 градусов всего за несколько минут, а затем также быстро возвращалась к норме. Геологи объясняют шумы движением воздуха через подземные полости и расширением пород при перепадах температуры, однако полного ответа до сих пор нет. Именно поэтому местные по-прежнему стараются не задерживаться там после захода солнца. Но, возможно, самое пугающее место Ирана – это пустыня Дэшт-э-Лут. Ее площадь составляет около 50 тысяч квадратных километров. В 2005-м спутники НАСА зафиксировали здесь температуру поверхности свыше 70 градусов. Позже в некоторые сезоны показатели поднимались еще выше. Дэшт-э-Лут считается одной из самых горячих точек на поверхности Земли. Под палящим солнцем камни раскаляются так, что к ним невозможно прикоснуться, а воздух над землей дрожит, как над раскаленным металлом. На краях пустыни находятся калуты – гигантские природные образования из песчаника и глины, созданные ветром и редкими потоками воды за тысячи лет эрозии. Некоторые из них достигают высоты 40 метров. Они выстроены рядами и напоминают улицы разрушенного города. Еще одна особенность Дэшт-э-Лут – так называемые поющие пески. При определенной влажности и силе ветра песчаные склоны начинают издавать низкий гул и вибрирующий звук.
Ученые объясняют это трением миллионов песчинок одинакового размера, которые двигаются одновременно. Но местные жители веками называли этот шум голосами джиннов. Ночью звук слышен за несколько километров. И если после этого кажется, что Иран – страна песка и жары, достаточно посмотреть на север. Вдоль южного побережья Каспийского моря тянутся герканские леса. Их возраст оценивают от 25 до 50 миллионов лет. Это остатки древней лесной системы, которая существовала еще до ледниковых эпох. Здесь растут дубы, каштаны и редкое железное дерево, древесина которого настолько плотная, что тонет в воде. В этих лесах сохраняется высокая влажность, постоянный туман и особый микроклимат, не похожий на остальной Иран. Само сочетание слов «джунгли» в Иране звучит почти как ошибка, но это реальность. На северо-западе расположено озеро Урмия, которое когда-то было одним из крупнейших соленых озер Ближнего Востока. В 90-е годы его площадь достигала примерно 6 тысяч квадратных километров. Затем из-за засух, строительства плотин и отвода воды озеро резко сократилось. Когда соленость воды растет, в ней активно размножаются особые водоросли и микроорганизмы, содержащие красный пигмент. Из-за этого вода окрашивается в розовые, алые и темно-красные оттенки. С высоты спутниковых снимков Урмия выглядит как огромная кровавая рана среди светлой земли. Берега покрываются солью, деревья высыхают, а целые участки бывшего дна превращаются в белую пустыню. Но сильнее всего представление об Иране меняет Шахр-и-Сохте, сожженный город на востоке страны. Этому поселению около 5000 лет, и археологические находки здесь настолько неожиданны, что легко могут показаться преувеличением. Именно в этом древнем городе был найден искусственный глазной протез, считающийся одним из самых ранних известных в истории человечества. Его обнаружили в женском захоронении. Это был не грубый кусок материала, а вещь, сделанная специально под человека, с продуманной формой и даже декоративными деталями. То есть 5000 лет назад здесь уже существовало нечто, что можно назвать протезированием. Сам город Шахр-и-Сохте тоже остается загадкой. Это был крупный центр своего времени, с ремеслом, торговлей и сложной организацией жизни. Но затем он исчез. Не осталось ни следов великого завоевания, ни признаков катастрофы, которая бы все объяснила. Город просто ушел из истории, как будто однажды жизнь в нем остановилась, и люди исчезли, оставив после себя только обожженную землю и руины. Но самая тревожная история Ирана связана не с древними ритуалами, исчезнувшими городами или тайнами, которые скрыты в архивах. Она происходит прямо сейчас, в наше время, и развивается настолько тихо, что многие за пределами страны о ней даже не слышали. Иран медленно проваливается под землю. Последние годы спутниковые наблюдения и геологические исследования фиксируют масштабное проседание грунта сразу в нескольких регионах страны. В отдельных районах поверхность опускается на 30 сантиметров в год. Это скорость, которую уже невозможно игнорировать. За 10 лет некоторые участки теряют несколько метров высоты. Сначала это почти незаметно. Земля просто начинает медленно проседать. Сначала появляются трещины в полях и на окраинах городов, потом они доходят до дорог, домов и целых кварталов. На стенах домов появляются трещины, фундаменты смещаются, здания постепенно теряют устойчивость. Сильнее всего это заметно в районах вокруг Тегерана, Исфахана и Мешхеда. Под угрозой оказываются не только новые дома, но и старые памятники, мечети, мосты и исторические места. Причина в том, что подземные воды в стране слишком долго выкачивали быстрее, чем они успевали восстановиться. Бурили все новые скважины, и в какой-то момент слои грунта под землей начали проседать. Этот процесс невозможно остановить. Землю, которая уже просела, нельзя просто поднять обратно. И если все продолжится так же, то через несколько десятилетий некоторые районы могут превратиться в территорию перекошенных домов, разрушенных дорог и мертвых полей. И если вам кажется, что такие медленные катастрофы – редкость, обязательно посмотрите после этого видео мой ролик про Африку. Он уже набрал более 1 миллиона просмотров и вызвал мощный общественный резонанс, потому что речь идет о процессе, который выглядит как сюжет фильма «Катастрофы», но происходит в реальности. Африка прямо сейчас начинает раскалываться, и этот гигантский разлом со временем может изменить карту целого континента. Что касается Ирана, я думаю, эта страна удивляет не из-за количества странных историй, а из-за того, что все это там существует одновременно. Башни, где мертвых оставляли птицам,
Подземные убежища, где люди спасались во время нападений. Пустыни с необычными звуками. Древние леса и земля, которая прямо сейчас медленно проседает. И теперь вопрос к вам. Почему об этом никто не говорит? Потому что всем интереснее обсуждать только политику и конфликты? Потому что такие процессы идут слишком медленно и не выглядят как громкая сенсация? Или потому что мы просто слишком мало знаем об этой стране? И что удивило вас больше всего? Башня молчания, подземный город, древние операции на черепе или то, что Иран прямо сейчас уходит под землю? Напишите в комментариях, что думаете. Мне правда интересно, какой момент зацепил вас сильнее всего.